А эта орхидея пахнет, да? Желтая. Желтая орхидея так пахнет. Да. Ой, какой сильный запах. И одна из моих подписчиц подсказала мне, что эта орхидея называется Арезо. Надо посмотреть. Да-да-да. У нее тоже есть такая орхидея, и она действительно с невероятно, я бы сказала, терпким Да, ароматом. очень сильный запах. Я начал снимать, думаю, откуда ж такой сильный запах. Интрига доращивает цветонос. Все, я только хотел показать немножечко. Мне хотелось удивить. Нет, просто показать, а то они все сгниют, а так хоть память останется. Вот и Сёма. Согласен. Добрый день, друзья! Сегодня покажу вам две орхидеи. Орхидея Имола и орхидея Сога Лауренс. Я ее называю Лаврик. И почему я хочу вам показать эти две орхидеи? Эту орхидею я пересаживала год назад летом, в июле. А вот эту буквально месяц назад. Может быть, видео вышло чуть позже, но пересадки этой месяц. Эта орхидея посажена в чистый керамзит. Это орхидея керамзит плюс кора. И почему я вам показываю эти две орхидеи? Сразу хочу сказать, я не оправдываюсь. Просто мне захотелось вам об этом сказать. Один и тот же, я не знаю, подписчик или нет, но ник у нее Люда Юлина. И под этой пересадкой, и под этой оставила очень утвердительно резкий комментарий. Вранье, нудятина, все сгниет. Можете пройти посмотреть, комментарии я не удаляю, они есть и под тем, и под другим видео. И вот для того, чтобы не оправдаться, а понять, как растут орхидеи, я и хочу вам показать эти две орхидеи. Вот она Имола, которая цветет. Это дорощенный цветонос. Она цветет все время, очень такая активная орхидея, выпускает цветоносы, цветет, доращивает цветонос. Вот мне кажется, что здесь еще может дорастить цветонос. Яркая при первом распуске. Потом со временем цветочки становятся более блеклые. И вы знаете, на одном из цветоносов, у нее даже было 2 цветоноса, я заметила мутацию на цветоносе. Вот я не помню, я, по-моему, на каком-то обзоре, когда показывала стеллаж, где поливаются орхидеи аминосилом, а обе эти орхидеи стоят именно там, когда у нее было 2 цветоноса, я даже обратила внимание, что была какая-то то ли пилоричность на одном из цветков, даже не на одном, даже на 2, или же какая-то бабочковатость. Ну, то есть непонятно, то ли она хотела цвести бабочкой, то ли пилориком. Но цветет. И, скорее всего, она отцветает, потому что появились новые корни от шеи. И вот здесь, вот они. Вот этот корень, вот он. Я не знаю, видно или не видно на камере, но вот этот такой однородный корень, он все время растущий. А вот этот корень замирал и сейчас опять начал расти. Ну и корень от шеи. Гниет или не гниет в горшке? Ну, конечно, появляются со временем какие-то гнилые корни. Ну, так всегда происходит. Но основная часть корней здорова. Ну и мы прекрасно знаем, что когда орхидея цветет, она чаще всего не растет. А по этой орхидее вранье, такого быть не может. Ну почему не может-то? Вот все корни сгниют. Прошел месяц,
Ничего не гниет. Да, конечно, орхидея после пересадки какое-то время адаптируется. И не мгновенно начинает растить новые корни. Но если вы смотрели эту пересадку, видели, какой был маленький растущий лист. Вот сейчас за месяц он подрос. Значит, скоро начнется рост корней. Так что орхидеи растут. Если за ними правильно ухаживать, они будут расти в любом грунте. Будь то керамзит, будь то смешанный грунт. Если вы хоть немного знаете о жизненных процессах орхидеи, как орхидеи растут в естественной среде, как их нужно адаптировать к нашим домашним условиям, орхидеи у вас будут расти и цвести. В любой посадке, почти в любом грунте, кроме земли. Даже и в земле у некоторых растут орхидеи и цветут, кстати, прекрасно. Но это не совет сажать орхидеи в землю. Все-таки им нужен более воздухопроводящий грунт. А земля имеет особенность спрессовываться, и корням там... Но не почвенное это растение. Да. Ну почему? Есть почвенные орхидеи, есть даже наземные, подземные орхидеи. Орхидеи все разные. Их такое огромное количество. Но фаленопсис не относится к этому растению. Он относится к эпифитным растениям, которые крепятся корнями на деревьях, чаще всего на деревьях. Вот мне очень жалко, что я давным-давно видела эту фотографию и не могу найти ее сейчас в нашей всемирной паутине, когда на рекламном щите стеклянном росла орхидея. Мне эта фотография запомнилась, но найти я ее, к сожалению, не могу. Так что для орхидеи очень важны условия их жизни. Полив, просыхание корней. Вот это должно чередоваться. И тогда орхидея чувствует себя прекрасно в любом грунте. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. А эта орхидея пахнет, да? Желтая. Желтая орхидея так пахнет. Да. Ой, какой сильный запах. И одна из моих подписчиц подсказала мне, что эта орхидея называется Арезо. Надо посмотреть. Да-да-да. У нее тоже есть такая орхидея, и она действительно с невероятно, я бы сказала, терпким. Да, ароматом. очень сильный запах. Я начал снимать, думаю, откуда ж такой сильный запах. Интрига доращивает цветонос. Все, я только хотел показать немножечко. Тебе хотелось удивить? Просто показывать. А то они все сгниют, а так хоть память останется. Вот и Сёма. Согласен.